Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим морковный торт со сметанным кремом. Торт несложный в приготовлении и получается очень нежным и вкусным. Этот торт желательно приготовить за день до праздника, тогда он успеет хорошо пропитаться и будет очень вкусным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем морковный бисквит. Для торта нам понадобится 200 грамм морковки. Всю морковь трем на мелкой терке. В миску добавляем 3 яйца. Начинаем их взбивать, постепенно добавляя 1 стакан сахара. Яйца с сахаром взбиваем примерно 5 минут до плотной воздушной пены. Во взбитые яйца добавляем тертую морковь. Все немного перемешиваем. Затем сюда же добавляем часть муки и 1,5 чайных ложки разрыхлителя. Все аккуратно перемешиваем лопаткой или миксером на самой маленькой скорости, чтобы тесто осталось воздушным. Добавляем остальную муку и опять перемешиваем. Всего понадобится 1,5 стакана муки. Готовое тесто перекладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 20 см. Форму с тестом ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем приблизительно 40 минут. Испеченный бисквит уже остыл. Вынимаем его из формы. Бисквит разделяем на 3 примерно одинаковых коржа. У меня бисквит еще очень мягкий. По-хорошему ему нужно дать постоять еще несколько часов, тогда его будет легче разрезать. С верхней части коржа срезаем сахарную корочку. Готовим крем для торта. В миску выливаем 800 мл сметаны жирностью 20%. В сметану добавляем полстакана сахара. Все недолго взбиваем миксером до растворения сахара. Чтобы сметана стала более густой и держала форму, добавляем в нее загуститель для сметаны или сливок по инструкции. Я добавила 2 пачки общим весом 24 грамма. Крем взбиваем миксером на большой скорости, пока он не загустеет. Если нет загустителя для сметаны, то перед тем, как готовить крем, сметану нужно подвесить в марле на 2-3 часа, чтобы стекла лишняя жидкость. Складываем торт. В кольцо кладем первый корж и вокруг него ставим ацетатную пленку. Сжимаем кольцо до размера коржа. На корж выкладываем примерно 1/3 часть крема. Накрываем вторым коржом. Опять кладем примерно 1/3 крема. Остальной крем оставляем для обмазки торта сверху. Кладем 3-й корж. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт пропитался и стабилизировался. Пока настаивается торт, приготовим украшение из моркови. Берем 2 уже очищенные моркови и овощечисткой срезаем с них ровные полосы. Срезать нужно настолько тонко, насколько позволяет овощечистка. Ножом так нарезать морковку скорее всего не получится. Морковь для розочек нужно брать достаточно длинную и примерно одинаковой толщины по всей длине. В сотейник наливаем примерно пол-литра воды и насыпаем 1 столовую ложку сахара. Ставим на огонь и ждем, пока закипит вода. В кипящую воду кладем морковные полоски. Варим их примерно 1 минуту и вынимаем. Из застывших морковных полосок скручиваем цветы. Сначала скручиваем пластинку морковки в небольшую трубочку. Затем загибаем морковь наружу, делая лепесток розочки. Так делаем все лепестки, прикручивая их друг к другу, пока не закончится вся пластинка из морковки. Цветок переворачиваем и закрепляем все снизу зубочисткой. Хвостики зубочистки откусываем кусачками, чтобы они не мешали. И точно так же накручиваем вторую полоску морковки на первую. Внизу опять закрепляем зубочисткой. Я сделала 3 розочки из 2 полосок морковки и еще 2 маленькие розочки из 1 полоски морковки.
Готовые розочки опять кладем в кипящую воду и провариваем их примерно 2 минуты, чтобы они достаточно сварились, чтобы держать заданную форму и не раскручиваться. Из остывших морковных розочек вынимаем все зубочистки. Торт застыл, снимаем кольцо и ацетатную пленку. Переставляем торт на подставку. Сверху торт обмазываем оставшимся кремом. По бокам кладем меньше крема, а наверх торта накладываем больше и выравниваем его шпателем или длинным ножом. Торт украшаем морковными розочками. Кладем листики свежей мяты и ягоды клюквы. У меня клюква была замороженная. Торт готов, можно подавать на стол. Морковный торт со сметанным кремом получился очень вкусным, нежным и в меру сладким. Готовится торт несложно, и он отлично подходит на любой праздничный стол или на каждый день. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.